Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем работу нашего канала. Фанаты Димаша Кудайбергена признаются, что творчество молодого певца побуждает их к изучению культуры и языка. А одна фанатка, Евгения Барсигян, заметила, что Димаш очень мягко и ненавязчиво заставляет изучать обычаи и традиции казахского народа. По мнению этой девушки, некоторые музыкальные произведения настолько глубоки по своему содержанию, что раскрывают всю сущность и культуры, и языка, и казахского языка. То есть обладатели уникальных голосов не только доносят свою музыку до слушателей всего мира, но и люди всего мира, других стран проявляет интерес к музыке, к культуре, к языку. Мы согласимся с высказываниями этой девушки, и хотелось бы добавить, что, наверное, не только содержание песен, но и то, что Димаш вкладывает в исполнение песен, те чувства, те эмоции, то настроение, безусловно, не оставляет нас равнодушными. Сегодня наше видео будет посвящено Амре Кашаубаеву, человеку, который стоял у истоков театрального искусства, человек, который развивал музыкальное творчество в Казахстане. Он впервые познакомил европейскую публику с казахской музыкой. Это было в Париже. Ему стоя аплодировали за его уникальный голос. Амре Кашаубаев родился в 1888 году в Восточно-Казахстанской области. Когда читаешь об Амре Кашаубаеве, задумываешься, какие тяжелые годы жило наше поколение, то поколение, которое жило во времена сталинского террора, репрессий, когда честные граждане могли быть по ложным, надуманным обвинениям в шпионаже и прочих преступлениях могли быть арестованы, расстреляны, замучены в тюрьмах и концлагерях. История жизни и творчества Амре Кашаубаева не была легкой. Он родился в бедной семье. Будучи ребенком, он потерял отца. И уже тогда он задумался о заработке. Он устроился ямщиком у богатого бая и стал работать у него. Но он постоянно пел. Это вызывало какие-то пререкания со стороны бая. Народ, безусловно, ему нравились песни Амре Кашаубаева, его исполнение песен. Затем его отправили на Кояндинскую знаменитую ярмарку, где он познакомился с другими певцами народного творчества, народных песен. В то время наркомом просвещения РСФСР был Луначарский. И, наверное, именно Луначарский, зная о том, что есть такой талант, как Амре Кашаубаев, чистый талант из народа, из глубинки, приглашает его сначала в Москву на этнографический концерт, а затем он, Амре Кашаубаев, в составе большой делегации едет в Европу, в Париж. В Париже он принимает участие в концерте и завоевывает второе место, серебряную медаль. Газета «Парижская неделя» и журнал «Лея Мюзикл» отмечают голос Амре Кашаубаева как уникальный. А профессор Сорбонского университета Перно записывает несколько песен на фонограф Амре Кашаубаева. О нем писали такие известные личности, как Ромен Ролан, Анри Барбюс. Его уникальный от природы голос сравнивали с Энрико Карузо. В Париже он встретился с Мустафой Шокаем. Мустафа Шокай был признан врагом казахского народа. Ромен Ролан, который тоже был на этой встрече, писал, что два казаха встретились
как два брата. Они обменивались подарками, они подолгу разговаривали. После этой встречи по приезду в Казахстан Амре Кашаубаев был постоянно преследуем НКВД. За ним следили, его допрашивали, его закрывали, его выпускали и опять допрашивали. Шли годы, шла жизнь Амре Кашаубаева в невыносимых, изнурительных условиях. В 1934 году на одной из улиц города Алматы был обнаружен Амре Кашаубаев мертвым. Амре Кашаубаев, никому неизвестный, смог завоевать Париж, покорить европейскую публику. Он смог стать не только музыкантом, не только певцом народных песен, но и стал легендой, стал знаменитым человеком, который был у истоков музыкального творчества Казахстана. Множество испытаний прошел Амре Кашаубаев, и время, в котором он жил, трудное время, и непонимание со стороны творческой интеллигенции, это зависть. Вспоминается такой факт из его жизни, когда Луначарский отправлял 2 раза телеграмму Амре Кашаубаеву, но первая телеграмма так и не дошла до него, потому что говорили о нем из грязи в князи. Но Амре Кашаубаев смог преодолеть все трудности, потому что у него был сильный дух. Я думаю, что молодое поколение с большим уважением относится к культурному наследию казахского народа, в том числе и Димаш Кудайберген. Димаш Кудайберген исполняет, не только любит исполнять казахскую музыку и казахские песни, он популяризирует казахскую музыку, казахскую культуру. За это мы и благодарим Димаша. Послушайте, пожалуйста, песню «Корлан» в исполнении Димаша Кудайбергена. До новых встреч, друзья! Пока! Bir kız parmağın aldı da korlakayın. Tabiat bergen eken gün men ayın. Muratqa istekken can erişippiz. Darigau armanım gün yığılayım. Arman Kosti koralar ekevin tuğan yeken bir anadan. Bozbalı kalma kapı kul şalhandan. Jigittin armanı жоқ, Korlanda algan oyben. Özündей boqşan tumas, tusa артылмас. Тарихай
арманым көп не қылайын ақуарыма екі ай жалған екеуі туған екен бір анадан жігіттің арманы жоқ қорланды